Фидель Кастро — человек, которого одни почитают за его харизматичность, отвагу, способность отстоять независимость Кубы и создать в бедной стране достойную социалку. Другие же клеймят его как диктатора, нарушавшего права человека, виновного в дефицитах и отнюдь невысоком уровне жизни на острове Свобода. Но мало кто будет спорить с тем, что Фидель стал одним из самых ярких государственных деятелей 20 века, чье влияние простиралось далеко за пределы Кубы и чья биография по сей день будоражит умы людей по всему миру. Человек, который мог жить в спокойствии и достатке, но предпочел революционную борьбу и лишения. Человек, во время правления которого маленькая и бедная Куба умудрялась поддерживать коммунистические движения по всему миру, даже тогда, когда СССР перестал заниматься подобными вещами. Я очень давно задумывал сделать ряд материалов про Фиделя и Кубу, но долго не мог заставить себя сесть за эту, в общем-то, масштабную работу. В итоге к работе меня подтолкнули сами кубинцы. Лето 2021 года. На Кубе начинаются масштабные антиправительственные протесты. И хотя протесты, скорее всего, не приведут ни к чему, а дело Фиделя живет, есть большие вопросы касательно его перспектив. Тема кубинской революции и ее лидеров на самом деле большая, важная и редко нормально освещаемая на Ютубе. Поэтому мы выпустим как минимум 3 материала. Первый, сегодняшний, будет посвящен ранней биографии Фиделя Кастро в контексте эпохи от детства до прихода к власти. Во втором материале мы поговорим о революционных преобразованиях на Кубе. Ну и, собственно, в третьем речь пойдет о состоянии современной Кубы и о том, куда она идет. Так что располагайтесь перед мониторами, заваривайте чаек. В этом большом видео мы поговорим о том, как сын зажиточного латифундиста стал леворадикальным политиком и лидером кубинской революции. Мы поговорим о жизненном пути, который больше напоминает какой-то приключенческий роман. И я надеюсь, что многие поймут, каким человеком был Фидель и почему он пришел к власти. Поехали! Фидель Алехандро Кастро Рус по официальной версии родился 13 августа 1926 года в местечке Беран. Правда, вероятнее всего, день рождения будущего лидера революции все же был годом позже. Это подтверждает и запись в церковной книге, и комментарии матери и сестер. Чуть позже ребенку приписали лишний год, чтобы отдать в учебное заведение. Отец Фиделя, Анхель Кастро, был испанским эмигрантом, некогда простым крестьянином, поздно научившимся писать и читать, не имевшим почти никакого образования, но будучи крайне предприимчивым, хозяйственным и сумевшим подняться на работе на американцев, которые по факту владели Кубой. Чтобы вы понимали, вот как хозяйство отца описывал сам Фидель. Отцовский надел был островком в море земельных угодий американских компаний. У отца было 800 гектаров собственной земли и еще 10 720 гектаров арендованной. Еще в раннем возрасте я замечал, что мы живем не так, как иные. Мы не испытываем материальных трудностей, голод был незнаком, всего было вдоволь и ни в чем не было нужды. Семья Фиделя уже в 20-30-е годы могла позволить себе покупать автомобили, а у дона Анхеля Кастро был даже свой моторный вагончик. Но это отнюдь не отображает общего положения народа на Кубе в те времена. И тут я позволил бы себе сделать отступление, чтобы вы лучше поняли, в каком положении находилось это островное государство на момент рождения Фиделя. На рубеже веков после борьбы за независимость от Испании Куба находилась под оккупацией войсками США. В период 1899-1902 годов рассматривались разные варианты того, что делать с островом. Включать в состав штатов, завозить сюда массово американское население или сделать просто государством-сателлитом. В результате решено было остановиться на последнем. Куба получила конституцию и формальную независимость, но с 1901 по 1934 годы действовала так называемая поправка Плата, согласно которой США контролировали финансовую политику Кубы и в любой момент имели право на военное вмешательство. Последним Штаты периодически активно пользовались. Например, в 1906 году президент Эстрадо Пальма подозревается в организации фальсификации выборов, и начинается политический кризис, после чего США снова вводят свои войска, и с 1906 по 1909 годы Куба снова под военным управлением американцев. В общем-то, подобный подход сохранялся и далее. В 1933
1963 году на Кубе в результате народного восстания, в котором решающую роль играло студенчество, был свергнут диктатор Мачадо. Во время этих событий американские военные корабли подошли к берегам Кубы, готовясь в любой момент совершить очередную интервенцию. И до высадки десанта дело не дошло, во-первых, из-за довольно мягкой позиции президента США Рузвельта, а во-вторых, потому что американский посол в Гаване Саммер Уэллс разрулил ситуацию дипломатически. В любом случае, политически США контролировали Кубу даже после отмены поправки Плата. И это неудивительно, ведь Куба была реально экономическим придатком США, и американским компаниям здесь было что терять. 70% пахотных земель принадлежало американским компаниям и связанным с ними крупным латифундистам, которые занимались здесь выращиванием фруктов и сахарного тростника. Даже к 50-м годам 20 века более 200 тысяч крестьян были безземельными. Впрочем, они были еще не самой ущемленной группой населения. Хуже всего было трудовым мигрантам. Вот что рассказывает сам Фидель, вспоминая о своем детстве. Гаитянцы жили как в гетто. Формально они не были рабами, но на самом деле обходились американским компаниям и землевладельцам дешевле, чем рабы. Раба надо было кормить, одевать, лечить, ведь он был собственностью, которую жалко потерять. А работники и мигранты были брошены на произвол судьбы. Их труд стоил ничтожно мало, и никто не заботился ни об их питании, ни об их здоровье. Если они умирали, землевладелец ничего не терял. Я в этом жил и могу об этом судить, об этой выгодной системе эксплуатации. Но в том возрасте, даже уже 6-7 лет, не мог этого понять. Мне казалось это таким же естественным, как луна, как дождь, как лес. Социально-экономическая и политическая ситуация провоцировала общественную активность. В 1925 году были созданы Национальная рабочая конфедерация Кубы и Компартия Кубы. Но особую роль приобрел, конечно, Университет Гаваны. Автономное учебное заведение, которое обладало даже своей полицией, стало местом концентрации политической активности. Здесь был и, насколько знаю, и сейчас есть даже зал мучеников, посвященный студентам и преподавателям, жертвам режима, с которыми они боролись. Университет еще сыграет ключевую роль в политическом становлении Фиделя Кастро и даже окажется местом, где он будет тренировать свои боевые отряды. Но это все будет потом. Пока что на дворе 30-е годы, Фидель пока что такой, каким вы видите его на экране, его семья живет вот в таком доме, если не сказать вилле. И хотя Кубу страшно лихорадит от мирового экономического кризиса, ибо американские компании выводят прибыли из страны, а поставки сахарного тростника в Штаты падают, семья все равно живет более чем прилично. В семье к 1938 году 7 детей разных возрастов. И хотя двое из них, Фидель и Рауль, станут революционными лидерами, воспитывались они в антикоммунистическом духе. У отца было много предрассудков в отношении социализма и коммунизма, поэтому эти слова были в Биране чем-то вроде ругательства. Впрочем, кое на кого из семьи воспитание все же подействовало. Младшая сестра Хуанита выросла страшной антикоммунисткой, не поддержала революцию, возглавляемую ее братьями, работала на ЦРУ, потом уехала в США и долгое время продолжала активную деятельность против кубинской революции и социализма вообще. Да и до сих пор временами продолжает поливать братьев грязью и даже по идейным причинам не поехала на похороны Фиделя. Однако до этих событий еще далеко. Пока что Фидель Кастро растет, и у него две страсти. Это лошади и оружие. На лошади он научился кататься очень рано, до школы, а оружием научился пользоваться по нашим меркам во младшем школьном возрасте. Это еще сослужит ему по жизни добрую службу. Довольно рано я научился общаться с оружием, с винтовкой, с ружьем, и помню, когда у меня было с собой оружие, я чувствовал себя увереннее. Вероятно, начало складывания общественных взглядов Фиделя относится ко времени переезда его и его старшей сестры из Бирана в Сантьяго-де-Куба. Ну, во-первых, их гувернантка вовсю экономит на еде и практически морит детей голодом. А с другой стороны, попадая в крупный город с кипящей жизнью, Фидель видит картины избиения студентов полицейскими и прочее в таком роде. Один раз к гувернантке приезжает подруга, убитая горем. Оказывается, что ее мужа-коммуниста посадили в тюрьму. И по странному стечению обстоятельств маленького Фиделя тащат на свидание в эту самую тюрьму. Антонио посадили по политическим причинам. Он был коммунистом и участвовал в каких-то манифестациях. Его жена была очень подавлена. Вся эта история произвела на меня тяжелое впечатление.
поколения. Политическому просвещению юного Фиделя способствуют также два важнейших события – гражданская война в Испании и последующая Вторая мировая. В доме Кастро в Беране жил повар-испанец Гарсия, который люто бешено выступал за республиканцев, оттого отец Фиделя прозвал его коммунистом и вечно с ним спорил. Но Гарсия то ли не умел читать, то ли читал очень плохо, поэтому дети регулярно читали ему газеты со сводками из Испании и успокаивали его. В то время я был очень увлечен прессой. Наверное, можно сказать, что ничего более серьезного, чем газеты, я тогда не читал. Но зато ни одно важное событие не проходило мимо меня. Знали ли республиканцы, проигрывавшие войну фашистующим франкистам, что они зажигают сердце 10-11-летнего ребенка, находящегося за тысячи километров от них, и которому предстоит еще стать одним из самых знаковых революционеров 20 века? Фиделю 13, но он уже участвует в мятеже рабочих на плантациях своего отца. Примерно в то же время он отличился тем, что, учась в школе Долорес, пишет 2 письма президенту США Рузвельту. В одном из них он, кстати, просил $10. И даже получает на них ответ. Не лично от Франклина, но из его администрации. Но это все равно было очень неожиданно. В общем, я написал 2 письма Рузвельту. В одном из них я выражал свое уважение и заодно практиковался в английском. К американцам у нас принято было относиться с восхищением, несмотря на то, что они предали нашу борьбу за независимость. Это невероятно, но именно так и было до революции. Ответ из администрации Рузвельта сделал Фиделя местной маленькой достопримечательностью. Кстати, очень забавно, но у кубинцев в то время действительно имел место этакий кубинско-американский патриотизм. Благоговение перед США просто зашкаливало, хотя американцы относились к кубинцам как к людям третьего сорта. И во время первой оккупации на государственном уровне велись разговоры о том, что кубинцы вообще не способны создать и поддерживать свою государственность. 1940 год вообще вышел для Фиделя богатым на события. Парню всего 13 лет, а он уже помогает своему старшему брату баллотироваться на выборах и получает бесценный опыт. В то время на Кубе был первый период диктатуры Батисты. Да-да, того самого Фульхенсио Батисты, которого Фидель и товарищи еще свергнут в 1959 году. Батиста дважды узурпировал власть. Сначала с 1933 по 1944, а затем с 1952 по 1959. В 1940 году диктатор малость поиграл в демократию и устроил выборы. Выглядело это так. Что представляли в то время выборы, я мог наблюдать в 13 лет. Я не раз видел, как военные не пускали людей на избирательные участки. Это заставляло размышлять и делать выводы. Сказать, что именно тогда во мне проснулся будущий революционер, было бы неверно, но отвращение к произволу властей зародилось именно на основании подобных наблюдений. В день голосования у избирательных участков солдаты с винтовками разделили всех пришедших на 2 группы. В одной сторонники Батисты, в другой те, кто его не поддерживал. Этих последних было в 10 раз больше. Сказалось влияние семьи, хозяина плантации, политической пропаганды, чего угодно, но они хотели голосовать за Педро Эмилио. Однако солдаты распорядились: те, кто за Батисту, сюда, все остальные в сторону, и не позволили проголосовать никому из оппозиции. Это смогли сделать лишь те немногие, кто выдал себя за сторонников режима. Самое смешное в том, что кубинские коммунисты во время Второй мировой войны умудрились блокироваться с Батистой, тем самым подорвав доверие к себе. Поэтому, забегая вперед, скажу, что Компартия Кубы не была влиятельной организацией в стране вплоть до прихода к власти Фиделя и компании. А они, в свою очередь, мутили свое революционное движение через другие партии и другие общественные структуры. К середине 40-х годов Куба окончательно оправилась от мирового кризиса, спрос на сахар и прочие сельхозпродукты рос, ситуация стабилизировалась. Неудивительно, что наш главный герой характеризует это время как момент революционного спада, хотя фундаментальные проблемы Кубы никуда не делись. В 1945 году Фидель Кастро блестяще заканчивает престижный иезуитский колледж и поступает в Гаванский университет на факультет права. Фидель не только очень много читал
читает и имеет интерес к наукам, но также активно занимается спортом. Все эти увлечения останутся с ним на всю жизнь. К этому времени в общественной жизни страны многое поменялось. Под конец Второй мировой войны в общемировых масштабах пошел тренд на демократизацию. Батиста понял, что власти США его в случае чего поддерживать больше не будут, взял нажитые богатства и срулил в Штаты. В 1944 году президентом становится Рамон Грау. Власть сосредотачивается в руках партии Аутентика или Кубинской революционной партии. Но, в общем-то, от революционности там оставалось только название. Приход Грау к власти вызвал очень большие надежды, но правительство и президент умудрились буквально за год-два так погрязнуть в коррупции и кумовстве и испортить свои рейтинги, что так еще нужно уметь. Фидель, который встретил президентство Грау с воодушевлением, но быстро разочаровался и перешел в оппозицию, оказывается, по стечению обстоятельств в самом логове врага — университете Гаваны. Грау был профессором университета, партия Аутентика опиралась на студенческие структуры. Более того, когда читаешь воспоминания, понимаешь, что университетские структуры представляли собой настоящую мафию. Университет был автономным, со своей вооруженной полицией, со своими настоящими ОПГ, которые устраняли политических оппонентов. Фидель же оказывается лидером самого многочисленного курса на самом многочисленном юридическом факультете и разворачивает, как он сам признался позже, максимально безрассудную борьбу с правительством и университетской мафией, используя этот плацдарм. В 1947 году происходит его первый арест правительственной полицией. Но его, правда, быстро отпускают, ибо сажать было даже формально не за что. Но вскоре уже университетская полиция запрещает ему посещать заведения. Но он все равно приходит туда в окружении соратников и с пистолетом в кармане. Люди, собравшиеся на стадионе, хотели меня убить. У меня был с собой бельгийский браунинг с двойной обоймой. Как раз хватило бы на всех. Я был спокоен, подумал, что меня, наверное, убьют, но подсчитал, скольких смогу вывести из игры. Я поджидал, когда ко мне подойдет тот, кто говорил со мной в университете. Но никто не подходил. Потом я снова поднялся, прошел мимо этой группы, посмотрел на них с презрением, и ничего не произошло. Ни один из них даже не шевельнулся. Почему они меня не убили? Возможно, повлияли некоторые психологические мотивы. Но ведь меня не убил и Батиста. Думаю, он понимал, что я мог бы стать еще одним неудобным трупом, а не относительно безопасным врагом. Впрочем, 10-15 годами позже судьба еще расставит все по своим местам. Некоторые мои недруги по университетской борьбе, с которыми мы конфликтовали, некоторые даже замышляли ликвидировать меня, позже присоединились к революции в составе движения 26 июля. Многие из них сражались в партизанских отрядах в горах Сьерра-Маэстро, некоторые погибли. То есть я хочу, чтобы вы понимали, какие бывают жизненные парадоксы и как одни времена сменяются другими. Наши бывшие враги поверили нам и присоединились к нашей борьбе. Но это опять же будет позже, пока Фидель прорывается через все препоны, объединяет все оппозиционные правительству силы университета и проводит на пост президента университета своего человека. Казалось бы, вот она, победа. Надо развивать деятельность в университете. Но далее следует совсем неожиданный поворот. Фидель, который поборол своих врагов, через несколько месяцев сам берет академ, чтобы воевать. В соседней Доминикане нарастает революционное движение против диктатора Рафаэля Трухильо. На Кубе при поддержке правительства создается добровольческое подразделение для отправки на Доминикану. Хотя среди организаторов добровольцев было немало врагов Фиделя, он все же рвется в бой. Но и тут его ждет разочарование. Подготовка добровольцев из ряда вон плохая, снабжение ужасное, начинаются конфликты и убийства в рядах самих добровольцев. Самое серьезное, что было сделано, это захват отрядом под руководством Фиделя доминиканского корабля с 8 людьми на борту, заподозренного в шпионаже. В итоге кубинские же военные, которые с самого начала были не в восторге от этой правительственной идеи с добровольцами, продавили таки решение об аресте ополченцев. Фидель с несколькими людьми сбегает с оружием, и чуть ли не единственный из нескольких сотен человек избегает ареста. Ну, правда, вскоре всех добровольцев отпускают, и Кастро также выходит из подполья. Эта история станет еще одним кирпичиком его опыта и покажет, как не нужно организовывать ополчение.
И вы думаете, что после этих событий он успокоился? О нет, Фидель, даже не восстановившись в университете в качестве студента, становится лидером студенческих протестов. Остается только удивляться, как его не посадили или не убили в 1948-49 годах, хотя порой ему все же знатно прилетало. Чего только не было. В такой лихорадочной обстановке начался 1948 год. Во время одной из манифестаций 12 февраля 1948 года в очередной стычке с полицией я получил сильнейший удар дубинкой по голове. Потерял много крови, меня доставили в университет в почти бессознательном состоянии. И тут, наверное, стоит сказать о взглядах и идейном состоянии Фиделя в 20 с небольшим лет. Кастро всячески поддерживал партию кубинского народа, она же ортодоксальная партия. Левую, но не коммунистическую организацию. Сам Фидель потихоньку начинает сдвигаться в сторону марксизма, но усиленное изучение коммунистической литературы у него и его товарищей начнется только несколькими годами позже. Конечно, я считал себя человеком полностью левых убеждений. Я еще не был марксистом-ленинцем, но уже был близок к этому, потому что вступил на путь борьбы с правительством, с коррупцией, воровством и казнократством. В воспоминаниях Фиделя также сквозит некая обида на местных коммунистов, которые даже не пытались привлечь на свою сторону молодого студенческого лидера. Пока же он в большей степени находится под влиянием национального героя Кубы, революционера и писателя Хосе Марти. Говорят, что в комнате Фиделя всегда был жуткий бардак, но единственное место, где царил порядок, это полка с книгами Марти. Тем временем политические дела идут своим чередом. На президентском посту Грау сменяет его однопартиец Прио, а Фидель ни много ни мало решает расширить свой фронт борьбы и начинает мутить студенческий интернационал. Начинается работа по подготовке Латиноамериканского конгресса студентов. И тут начинается новое, на этот раз вполне себе случайное приключение. Фидель волей-неволей оказывается вовлеченный в самое настоящее городское революционное восстание. События развиваются как в кино. Фидель с товарищами прибывает в Колумбию, в Боготу, где встречается с представителями студентов и с известнейшим оппозиционным политиком Колумбии Хорхе Гайтаном. Гайтан передает Кастро ряд своих работ, обещает выступить на закрытии Конгресса студентов. Следом Кастро задерживают местные полицейские, подозревая в оппозиционной деятельности, но, правда, достаточно быстро отпускают. Он после задержания ждет новой встречи с Гайтаном, чтобы обсудить детали дальнейшего сотрудничества. И вдруг слышит крики на улице о том, что его новый знакомый убит. Народ на улицах Боготы начинает стихийно кучковаться и устраивать погромы. Фидель присоединяется к протестующим, вместе с ними захватывает полицейский участок, вооружается ружьем и выходит на уличные бои. Более того, к ночи попадает в созданный перешедшими на сторону восставших полицейскими штаб и получает там аж должность одного из заместителей руководителя. Однако уже в эти часы Кастро понимает, что восстание хаотично, неорганизовано, не имеет стратегии, а поэтому обречено на провал, который и случился на следующий день. Занятно, но группа кубинцев во главе с Кастро, видимо, как-то очень серьезно засветилась, потому что местные власти даже решили найти в организации восстания кубинский след. И если бы Фидель и товарищи еще хотя бы день-два пробыли в Боготе, их непременно арестовали и, скорее всего, бы расстреляли. Ситуация критическая. Плюс ко всему, хозяин пансиона выставляет Фиделя и товарищей на улицу в комендантский час, узнав, что они симпатизируют восставшим. Но тут внезапно на помощь приходит правительство Кубы, против которого Фидель уже несколько лет как боролся. Под покровительством консула и группы военных кубинских студентов на специальном самолете вывозят из Колумбии. Удивительная для нас ситуация, ведь именно представитель правительства помог нам выбраться из Колумбии. Мы не поблагодарили правительство, напротив, по-прежнему остались его упрямыми противниками. А ведь в конце концов мы вернулись благодаря помощи правительства и консульства нашей страны, где с нами обращались превосходно и перевезли опять на Кубу. Именно нас, непримиримых врагов правительства Грау.
Так или иначе, после возвращения из Боготы Фидель буквально на год с лишним сбавляет обороты в общественной деятельности. Во-первых, он осмысляет свой первый реальный революционный опыт. Во-вторых, он восстанавливается в университете и за полгода сдает экстерном 28 экзаменов. В-третьих, в октябре 1948 года он женится на Мирте Диас-Баларт, и в 1949 у них появляется сын Фидель. В-четвертых, Фидель берется за усиленное изучение марксизма. Впрочем, вскоре Кастро получает диплом, становится адвокатом и полноценно возвращается в общественную жизнь. Пожалуй, даже активнее, чем прежде. Протесты, выступления по радио, юридическая защита выселяемых жильцов и куча коррупционных расследований. Это на самом деле даже забавно, но Навальный образца последних нескольких лет безбожно косплеил Фиделя Кастро образца 1950-52 годов, вплоть до съемок президентских усадьб с воздуха. Фидель Кастро делает большое коррупционное расследование о дворце президента Прио. Президент тратит наворованные средства на большую усадьбу, привлекает к строительству солдат, что было незаконно. До кучи, поскольку квадрокоптеров тогда еще не было в помине, Фидель арендует маленький самолетик и фотографирует дворец с воздуха. Полет над поместьем Прио стоил мне 5 песо. С воздуха и земли я заснял территорию президентской усадьбы, на которой работали солдаты. Усадьба называлась Эль Росио. У Прио их было 3. Его поместье в Пинар-дель-Рио я заснял с земли и моря. Плавал на лодке по близлежащим рекам и снимал происходящее. В этих съемках я был режиссером, продюсером, оператором и сценаристом. Весь фильм я сделал с помощью нескольких друзей. Однажды я проник на территорию дома управляющего в Пинар-дель-Рио и заснял работающих солдат. Рене схватили и взяли под стражу, а мне удалось скрыться со всеми пленками. Самое смешное в том, что где-то через 6 лет тогда уже свергнутый президент Прио, про которого снималось расследование, поможет Фиделю с деньгами на организацию партизанского отряда против диктатора Батиста. А пока на дворе начало 50-х. Фидель становится популярным, но и ряды его врагов множатся. Набирает популярность и партия ортодоксов, к которой Кастро был крайне близок и даже вступил в нее. В 1951 году произошло крайне трагическое событие, которое, правда, стало причиной для увеличения популярности партии. Лидер ортодоксов Эдуардо Чибас, которого клеймила реакционная пресса, кончает жизнь самоубийством прямо на дебатах по радио. В том числе и на Фиделя это производит чрезвычайно серьезное впечатление. Ортодоксы были в шаге от взятия власти, но снова пришел Батиста. Сам Фидель заявляет, что заблаговременно получил информацию о готовящемся перевороте отряда источников и передал их в партию ортодоксов, которые, правда, спустили все на тормозах и заверили его самого, что все нормально, никакой угрозы нет. Хотя даже покойный Чибас перед самоубийством о таком предупреждал. Но вот настает 10 марта 1952 года. За один день Батиста с помощью симпатизирующей ему армии совершает государственный переворот и устанавливает свою власть на всем острове, что для Кастро стало настоящим ударом. В тот день я начал размышлять, почему никто не оказал сопротивления. Ортодоксальная партия, полная тишина, руководство партии не было готово к перевороту. Правительство, которое должно было сопротивляться, не сопротивлялось. Прио закрылся в посольстве, бандитские группировки, поддерживавшие его, присоединились к перевороту. Единственный военный гарнизон, оказавший сопротивление, продержался лишь до полудня. Первое место, которое Батиста посетил, стало американское посольство. Послу США были даны заверения в полной лояльности, и это было вполне логично. Американцы контролировали 70% экономики Кубы. Американские мафиози, с которыми дружил тиран, контролировали туристический и игровой бизнес острова. Они строили отели, рестораны и казино на острове. В то время в стране расцвела проституция. При этом молодых девушек зачастую похищали, заставляя выходить на панель. В 1950-е годы в кубинской столице работало около 8,5 тысяч публичных домов. При этом условия содержания женщин там были ужасными. Пока Батиста и его окружение набивали карманы деньгами, большинство кубинцев жили в нищете. У них не было доступа к образованию, ни к здравоохранению, безработица достигла 40%. Все это создавало предпосылки для революционного движения на Кубе.
Самому Фиделю дико повезло, потому что Батиста и компания настолько обрадовались своей легкой победе, что даже не стали сразу рассаживать по тюрьмам или убивать персонажей типа Кастро. Сам же молодой оппозиционер уже через несколько дней выпускает манифест под названием «Это не революция, а разбойное нападение», а затем и вовсе начинает мутить подпольное движение по свержению Батисты. Но самое забавное, он подает в суд, требуя признать новую власть незаконной. А что, так можно было, что ли? Но, естественно, суд не признал власть Батисты незаконной, но шоу вышло знатное. В финале Фидель Кастро потребовал от судей сложить свои полномочия. Логика подсказывает мне, что если существует суд, Батиста должен понести наказание. И если Батиста не наказан, а продолжает оставаться хозяином государства, президентом, премьер-министром, сенатором, генералом, военным и гражданским начальником, исполнительной властью и законодательной властью, владельцем жизней и состояний, значит, правосудия не существует. Если это так, заявите об этом открыто, снимите ваши мантии, подайте в отставку. Параллельно Фидель выходит на тропу организации вооруженного движения. Поначалу он вообще хотел вразумить лидеров ортодоксов, плюс объединить для борьбы максимально широкий спектр сил. Но очень быстро выяснилось, что молодого бунтаря очень многие политические лидеры не любят и не поддерживают, поскольку всей предыдущей деятельностью он нажил себе немало врагов. Даже часть оппозиции обвиняла Кастро в том, что он своей подрывной деятельностью против правительства Прио подготовил приход Батисты к власти. Мое положение было особенным. Батиста мой враг и партия Аутентика, свергнутое правительство тоже, и они обвиняли в перевороте меня, в том, что я компрометировал правительство и этим спровоцировал переворот. Я не мог рассчитывать ни на кого, везде были враги. Я состоял в партии ортодоксов, где не был лидером, которые руководили очень робкие, малодушные люди. С массовым подъемом студентов на борьбу тоже возникли проблемы. Рядовые студенты испытывали, конечно, симпатии к Фиделю, но в руководстве студенческих объединений опять же была масса хейтеров Кастро, с которыми он рассорился прежде. Плюс там еще сильны были позиции партии Аутентика. Более того, вскоре набирают обороты репрессии, все каналы для легальной борьбы перекрываются. У нас начались проблемы. Помимо газет, нас лишили радиостанции, через которую мы вещали свои программы. Полиция преследовала нас. Временами случалось так, что люди, которые поддерживали, предавали нас, будучи арестованными и запуганными. Атмосфера террора сгущалась настолько, что первые предпринятые нами действия, связанные прежде всего с пропагандой, были немедленно пресечены полицией. Это был важный урок, хотя, разумеется, они нас недооценивали, что было нам на руку. Фидель очень скоро понимает, что все придется делать самому. И вот тут начинается моя любимая история из биографии Кастро, связанная со штурмом казарм Монкадо. Фидель начинает скрупулезно набирать отряды сопротивления из рядовых, из зарекомендовавших себя членов партии ортодоксов и из коммунистов, с которыми Кастро наладил связь в течение последних лет. Каждый человек отбирался со всей серьезностью и проходил лично через Фиделя. Ни один из студенческих партийных лидеров не знал о происходящем. Протоколы собраний на конспиративных квартирах не велись. Обо всей совокупности планов знал лишь Фидель и еще пара человек. Между тем, для тренировок был завербован военспец, а сами тренировки проходили ни много ни мало в зале мучеников университета Гаваны. Если Педрита кого-то тренировал, это были наши люди. В университете думали, что он готовит армию. На тренировки каждый день приходило 20, 30, 40 человек. При этом я там даже не появлялся. Кастро специально не светится в университете. Там у него много врагов, плюс он мог посеять подозрения о своей связи с тренирующимися. Он появлялся только на конспиративных квартирах и на личных встречах. Ну и на марксистских кружках. Да, в пляжном городке Гуанаба было организовано несколько кружков, где бойцов просвещали политически. В первую очередь в ход шли книги Ленина, которые впоследствии станут одним из вещдоков на судебном процессе. Кстати, пока мы не двинулись дальше, стоит сказать о материальном положении Фиделя в это время. Если в студенческие годы его содержали родители, а после окончания университета он зарабатывал адвокатской работой, в том числе провернул одно очень крупное дело для своего отца, то после прихода Батисты к власти он остался просто ни с чем. Точнее, ни с чем, с друзьями.
Я по-прежнему не работал, но превратился в профессионального революционера. Меня поддерживали Монтана и Абель. Они оба хорошо зарабатывали, в меру своих возможностей они мне помогали. Платили кредит за машину, аренду дома, покупали еду. При этом стоит отметить, что Фидель был уже женатым человеком с маленьким ребенком на руках. Это придавало его положению особую остроту. Очень забавно выглядит история о том, как Фидель набирал в долг марксистскую литературу в лавке у одного араба-коммуниста. В 1955 году, уже проведя 2 года в тюрьме, он первым делом после освобождения отправился именно в эту лавку. Сообщить, что хотя у него до сих пор нет денег, но он крайне благодарен людям, которые отпускали книги в долг. Те, наслышанные о похождениях Кастро, заявили, чтобы он даже не думал возвращать этот долг. Но вопрос денег был критическим не только для пропитания Фиделя и его семьи. Нужны были деньги на оружие. И вот тут начинается просто песня-сказка. Сначала Фидель и товарищи принимают решение энтрироваться в партию Аутентика, партию своих противников, так как у тех были деньги и оружие. При этом не засвечивалась связь повстанцев и Кастро. Попытка провалилась, видимо, в Аутентика все-таки что-то заподозрили. И вот тут пришлось изворачиваться самим. Начинается скупка оружия в охотничьих магазинах. Один из товарищей берет на себя роль некоего богатея, который ищет крутые винтовки. Для него была создана система счетов, которые пополнялись по принципу «с мира по нитке» членами движения. Многие рядовые активисты набирают кредиты. Нередко выбранный для скупки оружия человек расплачивался чеками. Так было закуплено 30-40% нужного оружия. Оставшиеся 60% закупались единовременно, всего за 2 дня до штурма 24 июля. Денег на оплату сотни винтовок, естественно, не было, расплатились чеком. За 2 последующих выходных дня продавцы не должны были прочухать, что на счету богача, скупившего все оружие в округе, просто нет денег. Оружие переправлялось мелкими партиями по несколько штук на множестве машин и провозилось через всю страну, от Гаваны до Сантьяго-де-Куба, то есть примерно через 1000 километров. Там же в Сантьяго примерно 120 повстанцев распределялись по пансионам. Остальные сосредоточились на базе, на местном ранчо. Задача с наскока взять штурмом казармы Монкада и положить начало большому восстанию против Батисты. Меня идея государственного переворота или заговора не привлекала. Кроме того, честно говоря, военные обычно с презрением относились к нам, гражданским. Да и потом, я считал, что нельзя решить проблемы Кубы, сменив одного генерала на другого, одно правительство на другое. Я тогда уже придерживался марксистских идей и понимал, что необходима народная революция. Но, собственно, почему не начать мутить революцию в столице, в Гаване? Почему не захватить гаванскую военную базу Колумбию? Зачем вообще лишние хлопоты и риски с переправой людей и оружия за 1000 километров на восток острова? Фидель объяснял это так. Людей у нас хватало, а оружия нет. И если бы мы решили действовать в Гаване, задача была бы намного сложнее, потому что основные силы были сконцентрированы в городах. Захватив Колумбию, главные казармы в столице, мы были бы вынуждены сразу сражаться против других военных сил в городе, в то время как у народных масс, на которые мы делали ставку, было бы меньше возможностей участвовать в происходящем. К тому же в столице у наших врагов были весьма широкие возможности, хорошо развитая сеть осведомителей, много возможностей контроля, поддержка полиции, в том числе моторизованной, да и людей для штурма столичных казарм потребовалось бы больше, и их военная подготовка должна быть на более высоком уровне. Организуя штурм казарм на востоке страны, мы могли быть уверены, что застанем всех врасплох, при этом задействовав меньшее количество ресурсов и людей. Кроме того, это поддерживало традиции мятежных восточных провинций, где начинались все движения за независимость Кубы. На руку нам была и отдаленность от столицы в 1000 километров. Захватив военные казармы там, мы получали полный контроль над городом и лишали все военные подразделения возможности сопротивляться. К тому же мы могли бы быстро занять множество мелких военных частей восточного региона. Мы собирались быстро подавить их сопротивление, завладеть оружием и вооружить народ. У нас было бы намного больше времени, чтобы задействовать в восстании население города, воодушевленное первыми успехами. Остается только удивляться, насколько грамотно прошла подготовка к этому всему.
1200 человек прошли военную подготовку, не вызвав подозрения полиции, ни государственной, ни университетской. Никто вообще ничего не прочухал. Даже жена Фиделя не знала о готовящейся операции. Оружие было получено и переправлено без единого сбоя. Люди были переправлены, лучшие 160 человек, не вызвав подозрения, включая самого Фиделя, который вообще-то был весьма известен. День был выбран тоже грамотно. С 24 по 27 июля были выходными. В городах проводились карнавалы, полиция была отвлечена на другие дела, и даже сбившееся время на часах Фиделя и небольшая задержка операции не сыграли серьезно против повстанцев. Ранним утром 26 июля колонна их машин двинулась к казармам Монкадо с базы на ранчо, которая находилась всего в нескольких минутах езды. То есть плацдарм для наступления, как видите, тоже был избран идеально. Всю операцию, просчитанную просто до мелочей, порушила одна случайность. Патруль из 2 человек, объезжавший казармы. Первая машина с бойцами благополучно подъезжает к КПП и без единого выстрела разоружает постовых. Проход в казармы открыт. Но тут Фидель, ехавший следом, замечает в стороне патрульных, которые вылезли из машины и уже готовятся открыть по их колонне огонь. Он резко сворачивает в сторону, никто не понимает, какого черта командующий операцией и человек, лучше всего знающий местность, едет непонятно куда. Начинается беспорядочная стрельба. Когда патрульные были нейтрализованы и Фидель уже хотел вернуться к изначальному плану, в его машину врезается другая из его же колонны. Бойцы, не сориентировавшиеся на местности, занимают здание госпиталя, приняв его за казармы. Тем временем по тревоге 400 бойцов в казармах были подняты. Визжит сирена, Фидель не может собрать бойцов для отступления, царит полный переполох и хаос. Позднее я неоднократно думал об этом случае. Я поступил правильно, попытавшись защитить своих людей и обезоружить вражеский патруль, собиравшийся стрелять в них. Много размышляя и читая об этом в будущем, я решил, что было бы правильнее, если бы я проехал мимо патрульных. Остальные машины последовали бы за мной, ворота казармы уже были открыты, и наш план был бы реализован, так как до этого момента все шло без пенька и задоринки. Но хорошая мысля, как известно, приходит опосля. И, в принципе, такой поворот был объясним. Бойцы и сам Фидель не имели реального боевого опыта. Повстанцы в суматохе отступали, большая часть была взята в плен и немедленно расстреляна. Со стороны подразделения Кастро было убито более 80 человек, то есть половина. Собственно, братьям Кастро, Фиделю и Раулю, который тоже участвовал в штурме, повезло. Во-первых, они были задержаны несколькими днями позже, когда до общественности уже дошла информация о расстрелах, и даже католическая церковь возмутилась против таких мер правительства. Во-вторых, Фидель был задержан отрядом, который по просто удивительной случайности возглавлял сержант, который его узнал и который с симпатией относился к его персоне еще со времен студенческих протестов. Вот просто в очередной раз, даже на фоне неудачи, какое-то удивительное везение оказалось на стороне Фиделя. Далее суд, ставший звездным часом для Фиделя. Он и его товарищи держатся героически и прямо и безапелляционно излагают свои идеи и побуждения. Его известнейшая заключительная речь на процессе под названием «История меня оправдает» стала по факту политической программой движения 26 июля. Приговор — 15 лет тюрьмы. Не самое страшное, что могло бы статься с мятежниками. В тюрьме братья Кастро продолжают свой бунт, отказываются от поблажек, третируют тюремное начальство, а во время посещения тюрьмы Батистой начинают петь революционные песни. В итоге часть срока Фидель провел в одиночной камере и без света, но бодрости духа не потерял. Хотя обстоятельства личного характера складывались, мягко говоря, не очень. Родня жены, среди которой были довольно богатые и влиятельные люди, давно настраивала Мирту против Фиделя. А тут еще и Фидель из тюрьмы пишет другой женщине письмо романтического характера. Заботливая администрация тюрьмы, читавшая, естественно, корреспонденцию, послала письмо не по адресу,
о жене Фиделя. Хотя сам Кастро до конца жизни говорил, что жене не изменял, но скандал вышел что надо. Помимо этого выяснилось, что родня пристроила Мирту работать в МВД, что Фидель счел за личное оскорбление. Все скандалы закончились тем, что Мирта забирает ребенка и переезжает в США, а затем во франкистскую Испанию. Она так и осталась единственной официальной женой Фиделя Кастро. Впрочем, обстоятельства личного характера сглаживались тем, что заключенным оказывалась очень мощная общественная поддержка. Уже вскоре власти предлагают амнистию в обмен на отказ от идей вооруженной борьбы. Кастро и товарищи такое предложение отвергают. В результате в 1955 году оппозиция все же добилась их освобождения безо всяких ограничений. Фидель не берет даже небольшой передышки, он собирает соратников и отправляется в Мексику, готовится к новой фазе вооруженной борьбы с режимом Батисты. И знаете, все, что происходило дальше, это как будто полная противоположность подготовки по штурму казарм Монкадо. Если подготовка штурма казарм происходила в условиях полной конспирации, четко, без сбоев, но была сорвана из-за мелочи, то наступление из Мексики сразу пошло как-то через пень-колоду. На нескольких фазах чуть не закончилось катастрофой, но в итоге увенчалось успехом. Собственно, почему Мексика? Фидель объяснял это так. Я бы сказал, что в пользу Мексики как пункта назначения сыграла историческая связь кубинского и мексиканского революционного движения со времен войны за независимость. Кроме того, повлияла географическая и культурная близость Мексики. Прибыв в Мексику с соратниками, Фидель начинает все сначала. Сбор средств, сбор оружия, сбор актива, тайники, конспиративные квартиры. При этом не надо думать, что движение 26 июля как-то взаимодействовало со властями Мексики и уж тем более получало помощь от мексиканцев. В Мексике революционеры то и дело сталкиваются с трудностями. За ними следит полиция, их то и дело арестовывают, а незадолго до отплытия на Кубу накрывают их базу и конфискуют 40% оружия. Фидель, однако, и позже не держал зла на мексиканское правительство. В конце-то концов, мало какому государству понравится, когда на его территории готовятся отряды боевиков. Иностранцев в движении было всего 4: мексиканец, доминиканец, итальянец и аргентинец. Ну да, тот самый, который в недалеком будущем станет мировым универсальным символом революции. Аргентинский врач Эрнесто Гевара только что прибыл из Гватемалы, где под руководством ЦРУ был совершен госпереворот и подавлена революция. Тогда он был просто молодой латиноамериканец из богемной семьи, который отправился путешествовать по миру, испытать себя. Молодой, прогрессивных взглядов, революционер в душе, он приехал в Мексику из Гватемалы, до глубины души возмущенный тем, что там произошло. Че еще не знает, что 12 лет спустя сам погибнет от рук ЦРУ в статусе главного врага американских спецслужб. Ну а пока он рядовой член движения 26 июля, которого не всегда хотят слушать даже соратники. На самом деле, для наших целей и для участия в операции следовало набирать преимущественно кубинцев, еще и потому, что кубинцы неохотно подчинялись людям другой национальности. Помню, как однажды мы назначили Че ответственным за конспиративную квартиру, где хранились боеприпасы, оружие и проводились тренировки. Мы выбрали его, потому что он был очень ответственным, но кое-кто из кубинцев был против. Возникла проблема, он был иностранцем, и бойцы отказывались подчиняться его приказам. Подготовка к отправке на Кубу идет куда хуже, чем подготовка к штурму казарм несколькими годами ранее. Фидель совершает поездку в США, чтобы встретиться с кубинскими эмигрантами и собрать хоть немного денег. Встречают его хорошо, но эмигранты оказываются почти поголовно нищими. Переезд в США отнюдь не привел их к богатой жизни, и денег собирается, совсем немного. Фидель и его соратники влезают опять в кредиты. В конце концов, с Кастро выходит на связь его давний противник, экс-президент Прио, живущий в США, который в итоге помогает его движению финансово. Фидель после больших раздумий эту помощь принимает. Но это еще не самое страшное. Фиделя и ряд других видных деятелей движения, включая Че, накрывает и арестовывает полиция. Их подозревают в том, чем они, собственно, и занимались, в создании незаконных вооруженных формирований и так далее. Окончательной свободы удалось добиться лишь после вмешательства экс-президента Мексики Карденаса.
Арест членов движения, а затем информация об изъятии оружия на самом деле сильно демотивировали сторонников Кастро на Кубе, хотя восстание в поддержку наступления из-за моря продолжало подготовку и на острове. В довершение ко всему, буквально за 2 недели до отплытия до Фиделя доходит весть о смерти отца. На фоне этого всего нужно было еще искать и судно, и место для отправки на Кубу. В Тукспане находят старую яхту Гранма, владелец которой продавал еще и домик на побережье. То есть это был отличный плацдарм, но только проблема в том, что это стоило $35 тысяч, а у Кастро и товарищей было всего 10-12 тысяч. А нужно было еще что-то есть и как-то снаряжаться. В итоге взяли ипотеку на товарища Эль Куата. Яхта Гранма представляла собой суденышко в 13 метров в длину и менее чем 5 метров в ширину. На него погрузились 82 человека с оружием и боеприпасами. В принципе, такая фабула истории путешествия уже не обещала ничего хорошего. Но проблемы только начинались. Яхта попадает в шторм, у большей части бойцов обнаруживается морская болезнь. Вот как описывал ситуацию Че Гевара. Все судно являло собой живую трагедию. Мужчины с тоской на лице держались за животы. Некоторые просто погрузили лица в ведра, другие сидели неподвижно в странных позах в одежде, покрытой рвотой. Фидель тоже вспоминал об этом. 80% личного состава было выведено из строя этой напастью. Вообрази себе, столько мужчин, которых выворачивает наизнанку на этом крошечном кораблике. Это был Дантов ад. Более того, судно дало течь. Команде пришлось выстроиться в шеренгу и ведрами перманентно вычерпывать из трюма воду, чтобы не затонуть. Правда, потом, видимо, деревянные конструкции разбухли от влаги, и проблема с течью частично была решена. Но возникли другие проблемы. Бойцы сбились с курса, топлива не хватало, один из членов экипажа упал за борт, и его еле-еле отыскали. Но самое страшное ждало впереди. Команда проплыла 1500 километров, но из-за злоключений опоздала на 2 дня. Высадка и восстание в Сантьяго-де-Куба, Ольгине, Гуантанамо должны были произойти одновременно. Но восстание, организованное Франком Паисом, началось 30 ноября, как и должно было произойти, но уже было подавлено. Гранма прибыла к берегам Кубы 2 декабря, и руководство страны уже прекрасно знало об их планах. Вы уже, наверное, не удивитесь, но и это были не последние неприятности. Бойцы, подплывая к берегу, сели на мель, высадились в болотистой местности, а затем, добравшись до берега, практически сразу столкнулись с войсками Батиста. 5 декабря на нас неожиданно напали батистовцы в небольшом лесу, где мы планировали провести ночь перед тем, как двигаться дальше. Это было ужасно. Страшная неудача. Наши бойцы были рассеяны. Пришлось долго и упорно разыскивать членов экспедиции по горам. Тогда в бою погибло много отличных ребят. Еще больше расстреляли в плену. В столкновении мы потеряли почти все оружие. Из 82 человек выжило 17, практически без оружия и средств для существования. В принципе, их судьба уже казалась предрешенной. Но сказывается поддержка со стороны народа. Отряд Кастро принимают и кормят крестьяне, некоторые стремятся встать в его ряды. Уже в декабре настраивается связь с тылом движения. Из городов, в первую очередь Сантьяго-де-Куба, прибывают подкрепления, оружие, продовольствие. И занятно, что уже через пару недель после, казалось бы, тотального разгрома Фидель и товарищи начинают организацию успешных засад и уничтожают первые отряды батистовцев. В горах Сьерра-Маэстро разворачивается полномасштабная война. Батиста, чтобы дезорганизовать сторонников Кастро, публично заявляет, что Фидель был убит после высадки. Но в феврале 1957 года журналисту New York Times Герберту Мэтьюсу дают возможность приехать в лагерь повстанцев и взять интервью у братьев Кастро. Публикация материала стала сенсацией и сыграла на руку повстанцам. Как сказал Че Гевара: когда мир принял нас за мертвых, интервью с Мэтьюсом опровергло наше исчезновение.
Фидель не только был жив, он шел в атаку в первых рядах, пока сами же партизаны не направили ему коллективное требование воздержаться от личного участия в боевых действиях. Уже 13 марта 1957 года сочувствующие революции студенты в Гаване пытаются взять штурмом президентский дворец. В 1957-1958 годах идет нарастание движения и открытие новых фронтов. Даже несмотря на тяжелые для повстанцев события, вроде убийства одного из ключевых лидеров движения Франко Паиса в 1957 и подавления апрельской забастовки 1958 года, революция неотвратимо доламывает режим Батисты. Забавно, но с марта 1958 года даже США уже не поставляют оружие Батисте. Это было, к слову, большим просчетом. Американское руководство просто-напросто недостаточно четко понимало идеологическую окраску движения Кастро, ведь он не состоял в коммунистической партии. Причем воистину поражает то, что, собственно, партизан было не так много. Но, во-первых, за счет грамотно выбранной тактики они умудрялись наносить поражение во много раз превосходящим силам противника. А во-вторых, систематически вооружали народ. Всего 24 месяца спустя после высадки с Гранмы нашей армии удалось разгромить могущественного противника. На тот момент наша общая численность не превышала 3000 человек, вооруженных в большинстве своем оружием захваченным у врага, и сражавшихся с хорошо обученной и прекрасно вооруженной силой численностью не менее 80 тысяч человек. 29 декабря 1958 года батистовцы сначала заключают перемирие с партизанами, а потом сразу же вероломно его нарушают. Кастро призывает ко всеобщей забастовке, мобилизует вооруженных горожан. Страна была парализована полностью, все радиостанции подключились к мятежному радио, чтобы передавать указания революционного штаба. Это было сокрушительным ответным ударом, который мы нанесли врагу, попытавшемуся вырвать победу у нас из рук. Уже через 72 часа все крупные города, 100 тысяч единиц оружия и все военные объекты на суше и на море были в руках народа. 1 января 1959 года кубинская революция праздновала свою победу. Батиста, накануне отпраздновавший новогодний прием во дворце, бежит с Кубы, а на следующий день повстанческая армия вступает в Гавану. За неделю до этого Фидель впервые за много лет оказался в Беране и увидел мать. Бунтарь и романтик, казалось бы, не имевший никаких шансов на успех и обязанный уже 1000 раз погибнуть, возвращался домой лидером революции и одним из главных творцов истории новой Кубы. Так происходило становление легенды, и сын крупного землевладельца пришел к власти, чтобы никогда больше на Кубе не было крупных землевладельцев. История восхождения Фиделя напоминает какой-то приключенческий боевик, местами нереалистичный, со странными поворотами, сюжетными ходами, после которых просто хочется сказать, что их придумал какой-то глупый сценарист. Но нет, через все это прошел реальный человек, доказавший, что ничего невозможного нет. Фидель стал именно той личностью, которая смогла прочувствовать и понять ту объективную историческую обстановку, которая царила на Кубе в середине 20 века. И благодаря своей неутомимой энергии, организаторским навыкам, харизме сумел использовать эту обстановку на благо революции. А вот что было с Кубой и с Фиделем после 1 января 1959 года, мы расскажем уже в будущих роликах. Пока же подписывайтесь, ставьте палец вверх, пишите комментарии, распространяйте видео, учитесь на историческом опыте. И до новых встреч!